У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Шутишь, что ли? Да, шучу. Конечно, шучу, дорогие. Глядя на этот год, на весну, можно сказать, что в этом году погода просто никакая. Весны просто не было. И сегодняшняя наша тема – почему виноград не растет? Сегодня 27 мая 2020 года. Вы знаете, первый раз мы такое видим. Виноград, почки проснулись, побеги тронулись, и все замерло. Никакого роста мы не замечаем, мы не видим. Виноград просто замер, не растет. Какая причина? Главная причина в том, что очень холодно. Практически весны не было. Была зима и что-то непонятное между весной и что-то непонятное, и потом сразу начинается лето. Буквально несколько дней тому назад были проливные дожди. Мы сделали даже такие корыта, посмотрите, пожалуйста, для пролива. Мы хотели проливать кусты, потому что и снега не было нормального, и земля была сухая. Но как потом зарядились эти дожди, и тут просто нельзя было ходить, как болото было. Поэтому даже можно и не проливать. Если обратить внимание на наши побеги, то, что мы имеем на сегодняшний день, но без слез смотреть нельзя. Почему? Вот они пошли в рост и просто замерли. В прошлом году в это время я делал прививки. И где-то сантиметров побеги были больше, чем метра. Посмотрите, они были где-то вот такой вот длины. Вот такой. А сейчас они вылезли и просто на месте. Даже посмотрите на состояние листиков. Лист желтый, деградированный, ему не хватает тепла, не хватает фотосинтеза, не хватает микроэлементов. И поэтому он просто вот такой вот в таком состоянии. Что нужно делать сейчас? Какие работы можно проводить на винограднике? Самая важная работа, которую сейчас можно сделать, это нормировка. Зеленые побеги мы можем потихонечку проламывать. Посмотрите прошлый наш видеоролик на нашем канале, и вы увидите, как правильно нормировать зелеными побегами. Смотрите. Как мы уже сказали, весны не было. Остается всего 3 летних месяца. То есть летний вегетационный период сокращается. Вместо 4 месяцев теплых у нас получается уже 3 месяца. Поэтому, дорогие, постарайтесь на кустах не оставлять много урожая и много побегов. Если вы оставите много побегов, здесь мы еще нормировку не проводили на этих кустах, потому что мы толком еще не видим, где хорошее соцветие, где побег хорошо стартанул. Что-то мы выломаем, что-то мы оставим. Поэтому не оставляйте много побегов и не оставляйте много урожая. Это первый совет. Второй совет. Есть соблазн сейчас весной также подкормить азотными удобрениями, например, коровяк. Кто хочет, пожалуйста, делайте. Лично я для себя решил, в этом году коровяком я кормить не буду. Почему? Итак, вегетация сократилась, то есть весны нету, они, считайте, месяц просто сидели. И мы не знаем, какая будет осень. Как бы я дальше не кормил бы калийными удобрениями, есть вероятность, что лоза не вызреет и в спячку уйдет лоза не вызревшая. Поэтому в этом году мы остановимся и не будем подкармливать коровяком, то есть азотными удобрениями. Сейчас мы подошли к кусту, который был посажен 3 недели назад. За 3 недели саженец должен был вырасти. Давайте посмотрим. Я сейчас открою. Кстати, это у нас такой вот домик, шалашик. Можно сказать, что это сделано для того, чтобы солнечный свет проходил мягко и не пожглись наши листики. И также под этой пленкой саженцу будет комфортно расти. Вот я снимаю теперь наше укрытие. И давайте посмотрим. Посмотрите, он буквально вырос на 2-3 сантиметра, не больше, за 3 недели. Просто сидит саженец. Почему? Потому что холодно. Земля холодная, корневая система не прогревается. Ночные температуры доходили до плюс 5 и ниже, плюс 3 даже было. Днем было плюс 13-15, а ночью было 3-5.
и такие перепады, и все просто сидело. Что мы делали? Мы просто подготовили ямы на нашем участке, что-то частично посадили, частично еще будем досаживать. На заднем фоне, сзади меня, вы видите такие вот теплички. Это наша школка. Нам пришлось даже укрыть посаженный виноград, посаженные черенки под Агротекс, под Агроспан. И надеемся, что сейчас там уже там им комфортнее и там рост будет получше. Но об этом мы еще, наверное, снимем отдельный ролик. Наверное, мы укроем наш саженец так же, чтобы ему было здесь комфортно, тепло. Вот здесь просто вот пришпиливаем мы проволокой обычной. И нашему саженцу здесь будет комфортно. Вот так вот. Все. Вот такой шалашик. И ему там комфортно. Итак, как вы видите, некоторые кусты, некоторые сорта так среагировали, что листики даже желтые. Нужно ли этого бояться? Ну, конечно же, нет. Глядя на долгосрочный прогноз, вроде бы с сегодняшнего дня ночные температуры повышаются и дневные. Вроде бы весны нет, хотя может лето наступит уже теплое. Лето наступит. Будем надеяться, что пойдет рост и все будет нормально. Были много-много дождей было, и, конечно же, есть сейчас вероятность, что виноград может прихватить грибковые болячки, аидиум, мильдию. И поэтому мы для себя тоже приняли решение. Сейчас мы чуть подсохнет, немножко пройдем, опять промониторим, еще сделаем дополнительно обломку зеленых побегов и также обработаем препаратами, химическими препаратами от грибковых болезней. Об этом мы покажем вам в следующем видеоролике. Также в одном из роликов мы хотим затронуть тему о безопасности. Когда вы обрабатываете ваш виноградник, важно также обезопасить свое здоровье, чтобы химические препараты не попали вам в глаза или под кожу и не вызвали какие-то неприятные последствия. Что мы сейчас можем делать на нашем винограднике? Если вы приготовили саженцы для посадки и еще не посадили, пожалуйста, можете копать ямы и постепенно можно уже высаживать саженцы. Кто это еще не сделал? У нас не было времени, был сезон продаж саженцев, и мы не успели просто посадить себе. Поэтому ямы у нас готовые, как вы видите, и по всему винограднику. Вот, в этом году предстоит больше 50 новинок только посадить. И вот я стою, здесь вот целая куча земли, и ямки, вот они, вот первая ямка, вторая, и тут их много-много ямок, будем сажать. Если ваш побег уже такой достаточно высокий и дорос он до следующей проволоки, то можно его подвязать, прихватить вот здесь вот, чтобы ветер его не сломал, чтобы этот побег не мотылялся. То есть вы можете сделать такие операции. А сейчас мы подошли к кусту под названием «Карнавал». Это гибридная форма Павловского Евгения Георгиевича. Этому кусту второй год вегетация, второй сезон или второе лето вегетации. Но посмотрите, в прошлом году в сентябре были морозы. Вот, неожиданные морозы, лист опал и лоза просто не вызрела. Видите, вот она не вызрела. Снизу мы получили в этом году 4 побега, хороших, мощных побега. В этом году мы сможем вырастить 4 рукава. И если у вас есть тоже такая картина, вот такая история, лоза голая, лоза просто не была готова к зимовке, она вымерзла. Снизу появились побеги, уже хорошо, уже будем радоваться. Против природы не пойдешь, против заморозков мы ничего не можем сделать. Что есть, то есть. Поэтому, дорогие, если у вас тоже такая картина, сильно не беспокойтесь, не переживайте. Если снизу вот есть такие побеги, то уже хорошо. А сейчас мы находимся у куста. В прошлом году этот куст мы перепривили. Посмотрите, здесь у нас на этом кусту 5 прививок. Вот здесь мы видим гибридную форму Калугина Виктора Михайловича «Красава». Побеги, вот они такие, сантиметров по 25, по 30. И на каждом побеге есть соцветие. Хотя здесь мы видим, что есть пустота. Вот дальше опять-таки мы видим в конце тоже 2 хороших побега. Это «Красава».
Калугина Виктора Михайловича. Посмотрим, какие у нас будут сорта. Дальше здесь мы видим тоже прививка. Это карнавал. Вот, перцовый красный. Вот. И здесь немножко еле-еле просыпается прививка. Это у нас цимус, кишмиш цимус. А вот здесь вот у нас торнадо, гибридная форма. Вот. Все-таки прошлогодние морозы сделали свою злую шутку. И мы видим, что не все хорошо проснулось. Ну, что есть, то есть. На этом этим мы довольны. Что есть, то есть. Поэтому, дорогие, что мы хотели показать в этом видеоролике? Во-первых, состояние нашего виноградника. Вы знаете, сейчас у всех виноградник в таком состоянии, в таком полузамершем состоянии. Пожалуйста, не переживайте. Всему этому вина погоды, холодной погоды. Весны не было, и поэтому виноград просто притормозил свой рост. Сейчас вроде бы погода выравнивается, пошли теплые дни, теплые ночи, и все выровняется, виноград начнет расти. Что мы будем делать в ближайшее время? Это будет обработка, как мы говорили уже, от клеща на всякий случай, хотя у нас весь виноград чистый, а также от грибковых болячек, это от аидиума, мильдии. Антракноза, кстати, на нашем винограднике нет. Ну, в нашем регионе я не слыхал, чтобы у кого-то был антракноз. Поэтому Ридомил Голд, фуфанол, фалькон, ну, такими препаратами мы работаем. Но об этом будет отдельный ролик. Много-много звонков поступает, люди переживают и говорят, вот что случилось, как подкормить, как лечить, что делать, чтобы виноград начал расти. Ничего мы не можем сделать, дорогие. Пока не будет тепла, ничего не произойдет, чудо не произойдет. Пока тепла не будет, роста не будет. Вот увидите, буквально выше 20 температура поднимется, солнышко начнет греть, освещать, греть, и вы увидите, на глазах буквально все начнет расти. И еще постарайтесь с 1 августа сделать чеканку, то есть остановить рост и работать калийными удобрениями, чтобы наша лоза быстрее могла вызреть и уйти в спячку, вызревшая лоза, чтобы она могла перезимовать. Об этом мы тоже поговорим в отдельном видеоролике. Успехов вам, дорогие! Желаю вам хорошего здоровья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилось, и будьте здоровы!